Несколько слов о жировом гепатозе и стеатозе, да. Заболевание, при котором в клетках печени накапливается жир. Главная причина – это высококалорийное питание, рафинированные углеводы, инсулинорезистентность, компенсаторная гиперинсулинемия, это то, о чем я говорил. Болезнь это может вызвать и цирроз, и гепатит, ну и алкоголизм, конечно. Но есть одна тайна обалденная. Дело в том, что есть вещество, которое в большом количестве находится в нашей слюне. Это вещество называется лизоцим. Лизоцим. Особенно, почему говорят, не глотай, жуй медленно, особенно если едите сладкую пищу. Почему? Дело в том, что вещество лизоцим является не просто антибактериальным веществом, а является еще и веществом, которое очень активно и очень быстро разрушает углеводы. Это происходит мгновенно. Лизоцим, фермент – это мгновенно гидролизирующие полисахариды, состоящие ацетилхоламина сахаров, правильно. Углеводы находятся в печени, ферментативно расщепляют их до осколков. Именно поэтому, ну мы же не можем глотать слюну, у нас ее немного, но я сделал препарат. Данный препарат называется у нас лизоцим или по-другому, да, лизоцим. Вот он. Я человек, прошедший Крым и Рым. За плечами моими онкологическое заболевание. Также я человек иногда берущий в руку рюмку, хотя сам понимаю, что это нельзя, но как мужчина 70-го года рождения, все равно периодически хочется, там, как говорят, як кажуть нас в Україні, залити, там, щось залити. Хлопці приїжджають до мене, рідні приїжджають, але в нас така традиція, ми, коли друг з другом зустрічаємось, то випиваємо під сало. Ну, перейду на русский. Итак, обычное заболевание мужчине в 50 лет. Приходишь к врачу и весь сжимаешься на УЗИ, да? И обычные заболевания каждого мужчины. Увеличенный желчный пузырь, увеличенная печень, жировой гепатоз, он же жировой стеатоз. Далее ожирение, мочекаменная болезнь. И спрашивает обычно доктор, руки трясутся? Да. А гипертония есть? Отлично, но пасарам жизнь прожита не зря. Так много было событий, только нечего рассказать детям. И в этом году зимой я поехал с друзьями, и после новогодних праздников решил вместе с друзьями приехать и у одной из знакомых в Черновцах сделать исследование своих внутренних органов. Ну и с дрожанием внутри, потому что я человек, который хронически болеет онкологией, знаете, ну, сейчас не болею, но всегда подозреваю. И когда пришел на УЗИ, то никаких опухолей нет. Ну, слава богу, все, нету и нет. Ну и до этого, и во время, и после этого я принимаю лизоцим. Я его принимаю несколько месяцев. До этого у меня были год назад исследования, мне сказали, сумасшедший живой стеатоз, нужно что-то делать, там бла-бла-бла, давайте что-то делайте и так далее. Это я приезжаю, она говорит, надо же из вот этих 3 мужчин, которые с тобой, одному там 30 лет, другому 40, а ты взрослее, у тебя самая лучшая печень, Андрей Андреевич. Да ладно, да. Та-та-та-та. Почему? Потому что я знаю, что прием лизоцима приводит к мгновенному гидролизирующему разрушению и гидролизу полисахаридов. И если донести лизоцим до желудка 12-перстной кишки, где он мгновенно усваивается, и попадая в кровь, он мгновенно влияет на печень. Именно поэтому я за этот препарат, особенно мужчинам после 50 лет. Улучшается общее состояние, зрение, кожа, уменьшается вес, улучшается аппетит, уменьшаются камни в почках, камни в желчном пузыре, печень работать начинает лучше. Чем моложе печень, тем лучше человек себя чувствует. Какие проблемы возникают у человека, у которого больная печень? Допустим, вот при циррозе, зуд кожи, появление пигментных пятен, горечь во рту,
ощущение невыспанности, на ночь не можешь заснуть, появляется либо появляется гастрит, язвенный колит, колит, появляется боль в правом подреберье, появляется там, может по чуть-чуть там моча темнеть, ощущение температуры на протяжении дня, в жар кидает, в холод кидает, перед сном плохо, ноги горят, стопы крутит, колени начинают болеть, появляется тромбоз сосудов, потому что увеличивается коагуляция, гипертония, все это на фоне жирового гепатоза. Вообще, утром проснулся и плохо себя чувствуешь. Надо лечить печень. Чем лечить? 3 препарата компании. Битулин, второй препарат Тантал, если у кого-то живой гепатоз, то лизоцин. Все. Теперь отвечаю на вопросы.